Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей уже не совсем скромной таверне любителей компьютерного железа. На канале уже 3000 подписчиков, за что я хочу сказать всем вам огромное спасибо. А вот цены на компьютерные комплектующие с каждым днем растут все больше и больше. Например, Ryzen 5 3600 подорожал за месяц на 3000 рублей, а средние материнские платы прибавили в цене порядка 1000. Но даже с такими ценами можно собрать очень достойный игровой компьютер. Поэтому сегодня мы соберем очень бодрый комп для максимального FPS за свои деньги. Так что пристегивайте ремни и полетели делать сборку ПК за 40 тысяч рублей. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А собрать себе такой ПК вы можете в 2 клика по ссылкам в описании. И начнем мы сегодня с процессора. Сейчас по цене новенький Ryzen 3 3100 стал чутка дешевле Ryzen 5 2600. А так как он показывает примерно схожую производительность шестиядерникам прошлого поколения, то разумно будет взять именно его, так как у нас сегодня сборка не для миллионеров и на счету буквально каждая копейка. Обоставим мы его, конечно же, в самую народную материнскую плату Gigabyte B450M S2H. У меня была идея рассмотреть еще более дешевые материнские платы на A320 чипсете, но сильно бы бюджета мы на них не сэкономили, и разгон процессора для нас был бы закрыт. А наш Ryzen 3 3100 очень неплохо можно разогнать. Поэтому жертвовать такой возможностью в довольно экономной сборке я не стал. Так что мать от Гиги будет идеальным вариантом по цене и качеству. Да и сделать апгрейд она вам позволит. К примеру, в будущем вы гарантированно сможете поставить в нее Ryzen 5 3600. А если поддержка 4000 Ryzen все-таки будет для B450 чипсета, то легко сможете заапгрейдиться на Ryzen 5 4600, который появится в продаже ближе к концу этого года. Ну и охлаждать наш процессор мы будем классической башней Gammax 300. Она легко справится с охлаждением нашего проца и не даст ему закипеть. Но более дешевые варианты я бы не стал вам советовать к покупке, так как все процессоры на архитектуре Zen 2 очень горячие по температурам. Связано это с использованием 7-нанометрового техпроцесса, из-за которого сам кристалл стал меньше, и соответственно отводить тепло от него стало сложнее. Однако наш процессор не самый горячий представитель, и под хорошей башней его температура весьма адекватная. Чего не скажешь про Ryzen 3 3300X. Для него я бы вам советовал брать топовый охлад или вообще водянку, но приобретение такого дорогого охлаждения для дешевого камня портит всю экономию в дешевых сборках. Так что идеальным вариантом будет присмотреться именно к модели Ryzen 3 3100, который способен работать под не очень дорогой башней. И наконец-то мы подобрались к оперативной памяти. Идеальным вариантом под наш процессор было бы взять высокочастотные планки, но в угоду здравому смыслу и экономии я решил поставить сюда самые обычные вайперы на 3200 МГц. Это как раз та частота, которую AMD рекомендует ставить к процессорам на Zen 2, а при желании вы можете попробовать ее чутка разогнать. Вообще, на мой взгляд, сборку ПК за 40к большего и не надо, но если вы кардинально настроены гнать оперативную память, то можете чутка переплатить за баллистиксы и попытаться покорить 3600 или 3800 МГц. А вот память с XMP профилем на такой частоте выйдет намного дороже, и ее точно будет нецелесообразно ставить в народную сборку за 40 тысяч рублей. Поэтому смело берем вайперы на 3200 МГц и переходим к выбору видеокарты. Самая оптимальная видеокарта под нашу сборку это GTX 1650 Super. На мой взгляд, это самая минимальная видеокарта, которую сейчас можно приобрести под игровой ПК. В качестве альтернативы можно рассмотреть старые видеокарты RX 570 и 580, но по производительности они выступают с ней на одном уровне. А взять видеокарту с GDDR6 памятью и меньшим потреблением будет намного интереснее, чем брать новыми карты трехлетней давности. И плюс ко всему нам не придется переплачивать за блок питания, так как максимальное потребление GTX 1650 Super всего 100 Вт. Ну а сколько она отрисует кадров в современных проектах, посмотрим чуть позже, а пока давайте посмотрим на блок питания. Я выбрал в нашу сборку самый оптимальный блок питания Thermaltake LT550P на 550 Вт. Его будет за глаза под наше железо, а если вы собираетесь обновлять видеокарту, то он легко сможет запитать какую-нибудь 1660 Super или RTX 2060 Super в связке с нашим процессором. Можно было бы присмотреться к более дорогим блокам, но я не вижу особого смысла за них переплачивать. Ведь мы не собираем дорогой ПК под апгрейд, а делаем оптимальную бюджетную сборку. А соберем мы все это дело в корпусе Zalman S2. Это самый обычный корпус без каких-то особых выпендрежей. В комплекте у него идет один кулер на выдув сзади, и есть возможность установить 3 кулера на вдув, которые адекватно способны забирать воздух через переднюю крышку. Только будьте внимательны при выборе передних кулеров, так как в нашей материнской плате всего один разъем для подключения корпусного кулера. Страшного в этом ничего нету, просто вам нужно выбирать кулера, которые можно запитать от блока питания через Molex. А вот боковая крышка тут сделана из акрила, но за такую цену, конечно, надеяться на стекло и не стоило. В общем, отличный корпус с продуманной системой охлаждения за небольшие деньги.
А вот в качестве накопителя пришлось выбрать всего один SSD на 120 гигов, так как бюджет уже не позволяет поставить сюда больший объем. Так что вы можете или поставить сюда свой старый жесткий диск, или доплатить немного и купить новый. Но если у вас бюджета всего 40 тысяч рублей, то поверьте, и на 120 гигабайтах можно какое-то время свободно пожить. Ну и давайте перейдем к тестам. Все игры тестировались в Full HD разрешении на полных ультрах. Ну и давайте подведем итоги. Как видите, для онлайн-проектов такой сборки с головой хватает. А одиночные игры вы гарантированно сможете пройти с очень достойным FPS. На мой взгляд, это лучшая игровая сборка ПК за 40 тысяч рублей, которой вы точно будете довольны. Ну а если у вас есть лишние 6-7, то вы можете просто заменить в этой сборке видеокарту на 1660 Super и получить еще больше производительности. А если у вас есть какие-то вопросы по сборке ПК, то вы всегда мне их можете задать в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!